Сегодня всю ночь шел дождь, и сейчас идет пасмурно. Я на лоджии специально пустила ролет, чтобы дождь сюда не заливал. Если их поднять, то дождик сюда заливает. Вот, так что погодка не очень. Ну, может быть, распогодится еще. Коту все равно, ему всегда нравится на улице. Так, и градусов сколько у нас? Градусов 7. 7 градусов. Это у нас елочные игрушки, которые мы вчера взяли в нашей кладовке в подвале. Буду разбирать, посмотрю, что у меня там есть. В общем, погодка сегодня так себе. У меня на лоджии есть свет. Вот. Ой, ой, как ты жалобно кричишь. Ты что хочешь? Что Тимочка хочет? Тимушка, что ты хочешь, мой мальчик? Тиматя, что ты хочешь? О, вот что Тима хочет. Хочет кушать. Кушать хочет мальчик. Посмотрите на эти яблочки. Это настоящий гольден. Они ярко-желтые и даже с красноватым бочком. Вот как должен выглядеть настоящий гольден. Просто то, что мы покупали в Подмосковье в магазине, понятно, что они были сорваны практически зелеными, обработаны воском, чтобы хранились. И они были зеленоватые всегда, то есть всегда недоспелые. Вот так выглядит настоящий спелый гольден. Всем привет! Вы на канале Дубль 2, меня зовут Галина. У нас вечер. Вот за мной окошечко темно. Сегодня я буду хвалить стоматологию Сербии, практически петь дифирамбы. Значит, почему? Я живу здесь уже 4 месяца, ну или, наверное, всего лишь 4 месяца. За это время я уже сходила к стоматологу 3 раза, сделала 3 зуба сделала. Значит, это не потому, что я приехала в Сербию, и у меня вдруг испортились все зубы, я пошла их делать. Эти проблемы с зубами у меня тянулись еще из России, причем тянулись годами. Я обращалась в стоматологию в России, но я говорю сейчас частный случай, рассказываю именно про себя, делюсь с вами своим личным опытом, как было у меня. Может быть, существуют другие случаи, я рассказываю только про себя, как было у меня. Я жила в Подмосковье и обратилась сначала в бесплатную стоматологию, ну так называемую бесплатную, потому что всем известно, что даже в бесплатных поликлиниках стоматологических все равно за пломбу, за анестезию, за пломбу берут деньги. Вот, то есть это не совсем бесплатная уже медицина. Я обращалась в бесплатную государственную, я обращалась в платную. И, в общем, у меня у зуба была проблема, он такой изнутри уже был пустотелый практически. И темный, черный внутри. И мне говорили, что нет, его сделать уже невозможно. Я говорила, а что делать тогда? Мне говорили, что ну просто ходите с ним, вот когда он у вас разрушится полностью, тогда там его выдернут, и вы поставите имплант. Это сказали и в платной, и в бесплатной. Примерно ответ такой был. Потом у меня существовала еще одна проблема с другим зубом, который был, там нужно было ставить пломбочку и внутрь, и снаружи. То есть он тоже был такой сильно разрушенный уже, можно сказать. Это уже второй зуб. И мне сказали, что его сделать уже нельзя. То
То есть если мы начнем его сверлить, то он разрушится у вас, просто поломается. Его придется тогда вырывать, и все. Вам максимум, что можно сделать, это его спилить под корень, потому что сделали снимок, потому что сказали, там нет воспаления, и можно его спилить и сделать коронку на него. Я прям перед отъездом из России как раз занималась именно этим зубом, бегала по клиникам. Я была прописана в Королеве, поэтому я обращалась туда. Достаточно внешне такая она очень неплохо выглядит, стоматология, много специалистов. Но мне там дали такой ответ, что только коронку. Вот. Но, значит, я уже была готова и на коронку. Лишь бы сделать этот зуб, лишь бы он у меня не сломался, потому что я боялась просто без зуба остаться. Вот. И получилось так, вот говорят, что Бог не делает, все к лучшему. Получилось так, что тогда, когда я обратилась в клинику, как раз ортодонт, наверное, называется, который делает коронки, он был в отпуске. И мне сказали, что мы вам можем сейчас его спилить, оставить вот ну, кусочек, да, а когда ортодонт выйдет, он вам сделает, значит, слепки, там изготовит коронку и потом, значит, займется. Слава богу, что я на это не согласилась. Вот, то есть мы уже были близко к отъезду, буквально нам уезжать надо было уже через месяц, примерно так. Поэтому я не стала уже завязываться с лечением зуба там и решила, что, ну, значит, обращусь в Сербию. Вот, и слава богу, что я так сделала. Сейчас расскажу, почему. Приехав сюда, я пошла, вообще хочу сказать, что я слышала только хорошие отзывы от стоматологии в Сербии, в частности, в городе Ниш. Только хорошие. Ничего плохого я не слышала вообще ни разу. То есть те, кто здесь уже жил, русскоговорящие, тоже писали в группе русскоговорящий Ниш о том, что стоматология, да, на хорошем уровне, все хорошо, всех все устраивало. Вот. И у нас прям рядом с домом, вот буквально 3 минуты туда идти, находится стоматология. Это такой частный кабинетик, где стоят 2 кресла. Ресепшн, заходишь так, ресепшн, аккуратненько, 2 мягких кресла, то есть для ожидающих. Дальше проходишь сам кабинет лечебный. Наверное, метров 20 все помещение занимает. Это на первом этаже жилого здания, жилого дома. И стоят 2 стоматологических кресла, в общем, оборудованные. Вот так выглядит вся эта стоматология. Играет приятная музыка. Значит, это частная клиника. Опять же, так как в Сербии, я уже рассказывала, очень развит частный бизнес, то практически вся стоматология здесь частная, и выглядит она именно так. То есть маленький кабинетик, один врач. Обычно это даже семейные такие стоматологии. Вот в данном случае, куда я обратилась, по которой близко к нашему дому, ну не близко, прям вот буквально шаговой доступности, вот в 3 минутах ходьбы, там муж и жена. Значит, в Сербии есть медицинский институт, который в том числе выпускает стоматологов. У них есть стоматологическое отделение. Естественно, их каждый год выпускают много, они открывают бизнес, открывают кабинеты и работают. Опять же, говорю только за свой опыт, как было у меня. Возможно, не все такие хорошие, возможно, есть не очень, возможно, случаи существуют разные. Но мне, вот я 3 раза к ним обратилась, и 3 раза мне сделали все просто великолепно, очень быстро. Мне не делали ни анестезию, ну, потому что у меня зубы, они не болели. То есть это были такие старые проблемы, которые мне не устранили, не смогли устранить в России. То есть их просто не лечили, эти зубы, под какими-то отговорками, что если мы начнем его делать, то он просто разрушится и так далее. В общем, эти зубы, которые мне в России отказались делать, сказали, что они сломаются, разрушатся, их нельзя делать, либо надо ставить коронку, спиливать полностью зуб. Мне их здесь вылечили. Причем выглядело это все 15 минут в чистом уютном кабинетике, без анестезии, играет приятная музыка. Ну, я просто вот до сих пор нахожусь под впечатлением. Как бы хочется спросить, а что, так можно было? То есть походы все в России в стоматологию для меня были э, стрессом. Это был такой стресс, это был такой ужас всегда. Эти очереди, эти жуткие, как бы примут тебя, не примут, что тебе скажут.
Ну, то есть это всегда было связано со стрессом. Цена. Цена, я думаю, вас тоже удивит и приятно обрадует, потому что я заплатила за один зуб, значит, за первый 2500, это все в динарах, за второй 3,5, ну, почему-то, видимо, там объем работ был немножко разный, поэтому второй стоил чуть-чуть подороже, 3,5, и за третий тоже 3,5. То есть вот я сделала за 4 месяца уже 3 зуба, которые в России мне просто сказали сделать нельзя. Вот. А вывод для меня такой. А, Система, которая работает в здравоохранении России, видимо, больше настроена на то, чтобы себя подстраховать, подстраховать именно как специалиста, а, не подставить себя. То есть, видимо, не берутся за то, что они сомневаются или как, я не знаю. В общем, просто они стараются не браться за что-то. Здесь прекрасно все сделали, без всяких сомнений. У меня был с собой снимок этого зуба. Меня не отправили специально переделывать, то есть у меня был с собой на телефоне снимочек этого зуба. Врач посмотрел, сказал, что воспалительного процесса нет, и поэтому он мне пломбу как бы поставил, все без проблем. Меня даже не заставили делать еще раз идти и переделывать. Вот. Уверена, что у нас бы отправили тут же переделать, потому что это все платно, потому что это просто выгодно, чтобы тебе сделали еще раз тут же, в этой же клинике, за деньги. Вот. Так называемая бесплатная поликлиника в России, стоматологическая. Мне объявили тогда стоимость бесплатная. Стоимость пломбы 3 600, это в рублях. В динарах 3 500, но 3 500 динар это не 3 600, не 3 500 рублей, это меньше, это где-то 3000. То есть качество финансово дешевле, чем в России. Абсолютно спокойная, дружелюбная обстановка, то есть ты себя чувствуешь очень спокойно. Меня 10 раз спросили, все ли в порядке, как вы себя чувствуете, не больно ли. Ну, то есть, ну, я до сих пор нахожусь под впечатлением, конечно. Стоматология в Сербии на очень высоком уровне. Ну, конечно же, я говорю о городе Ниш. Я не знаю, как в других городах. В городе Ниш, безусловно, на высоком уровне. И, возможно, мне повезло со специалистом. То есть абсолютно случайно я просто пошла в ближайшую стоматологию нашего дома. Возможно, не все такие стоматологи. Я просто рассказала вот свой опыт, свой частный случай. Живя еще в России, но уже когда мы собирались переезжать в Сербию, я, конечно же, смотрела также ролики на Ютубе. И в некоторых роликах говорилось о том, что если вы собираетесь переезжать в Сербию, то сделайте все свои дела по здоровью в России. Закончите здесь, то есть если у вас проблемы с зубами, то сделайте их. Если там еще какие-то проблемы по здоровью, то сходите здесь к врачам. Не знаю, как все остальные врачи, но по стоматологии я не понимаю, почему так было сказано, потому что стоматология в Сербии на очень высоком уровне, и цены здесь дешевле. То есть как раз именно здесь и нужно делать зубы. Будем пить чай. Я привезла из России чай. Я уже рассказывала, что, ну, наверное, всем известно, что в Сербии чая, как в нашем понимании черного чая, нет. Продается только с добавками, с растительными, такой как с ромашкой, чай каркаде, с мятой. Черного чая нет. Поэтому, хотя сейчас, возможно, есть уже какие-то специализированные магазины, так как русскоговорящих уже в Сербии много, и открывают русские магазины, где продают и чай, и сгущенку, и пельмени, то есть специально для русских. Но я в такой магазин еще не ездила, как бы не вижу просто в этом необходимости. Я привезла с собой чай, такой запасик. Вот у меня здесь в корзинке. Вот, полная корзинка, можно сказать, чая. Вот какой-нибудь сейчас я открою. У меня вот есть вот такая коробочка, шкатулка для чая. Я ее расписывала сама. Такая внутри она с разделениями. Внутри я не стала ничего красить, потому что ничего приятнее, чем дерево, не существует. Зачем его краской портить? А снаружи у меня вот так вот оформлено. Расписывала сама.
Вот, сейчас мы добавим сюда чай. Мне надо в пакетиках. Ну вот когда закончится у меня запасы чая, наверное, я съезжу в этот магазин специализированный и куплю черный чай. Ну ладно, хватит мне пока. Мы сегодня купили вот такие вот плитки. Нам нужно их приклеить в коридор на стену. Купили мы их в китайском магазине в Рабаце. Вот, 2 штучки их здесь. Стоит одна штучка 190 динар. Ну, это где-то может быть 160 рублей. Вот. А купили мы их для того, чтобы приклеить в коридоре рядом с вешалкой, на которую мы вешаем одежду, потому что она такая короткая достаточно, одежда длиннее, чем вешалка, а стены у нас крашеные. Здесь почему-то в Сербии совсем нет обоев и крашеные стены практически везде. И крашеная стена, вот белая, она немножко дает как, ну, в общем, красится одежда, если касается. То есть как вот пыль, как будто меловая какая-то поверхность. И мы хотим рядом, где вот висит одежда, где касается она стены, заклеить вот этими плиточками, чтобы одежда не пачкалась. Особенно если это черное, вот черное пальто висит, задевает об стену и становятся прям белые пятна. В общем, что-то сегодня будем придумывать. Так, убираем все, освобождаем. Здесь у нас 15, 24.
приклеим вот так, а потом еще длинную полоску такую сюда. Да? Ну, вот на руке, нет, все равно видно, вот, что беловатая, такая белесая рука становится. А одежда-то вообще сильно пачкается. Рука не сильно, но все равно видно, что есть слой такой пыльный. В общем, у нас выхода другого нет. Мы решили попробовать. Они вроде бы недорого стоят, эти плиточки. Ну, не получится, не будет держаться. Ну, не будет держаться. Вообще к пальцам липнет очень, очень даже сильно. Ну, поехали. Я точно не вижу, что я там приложила. Вот, вроде нормально. Ух ты, к пальцам прям, ух, как липнет. Вообще магазин вот этот, Рабац, и рядом с ним еще один китайский магазин огромный. Они тут заменяют практически Валберес, Алиэкспресс и так далее. То есть там есть, ну, почти все. Какие-то крючочки, которые я в России заказывала там на ВБ. Вот, кстати, вот всякие вот такие вот, можешь сказать, клеющиеся, в общем. Вот. Мы даже их здесь используем, они очень крепкие. В общем, там всего этого добра полно. Начиная от ковров. Вот эти все коробки мы там купили тоже. Вот они у нас тоже. Наша палочка-выручалочка. Туда все вещи сложили, которые у нас по шкафам не помещаются. Вон, покажи, какие. Вот, слушай, ну вроде бы держится, Никит. Так, это держится. Крепенько. Все, теперь вот эту будем приклеивать. А потом вот так вот планочку сюда. И, наверное, уже когда мы повесим вешалку вторую, вот так, да, примерно, мы еще, у нас останется кусок, мы еще доклеим вот сюда. Потому что здесь же тоже будет висеть одежда. Да. Мне кажется, такие плитки можно клеить еще, если, например, вот кровать к стене стоит, особенно если это детская кровать, и стена, к примеру, да, вообще-то, в принципе, любая стена, она всегда все равно прохладная. Ну, смотри, как ровненько, да?